Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и прямыми эфирами. Юлия Латынина на связи прямо сейчас. Юлия, приветствую вас. Здравствуйте. Вы знаете, дорогие друзья, очень отрадно, что вы оставляете вопросы, принимаете участие в наших обсуждениях. Это по-настоящему заряжает каким-то таким очень важным чувством, да, чувством общения, да, которое возникает после общения с вами, чувством нужности наших с вами разговоров. Вы можете присоединяться к эфиру. Это традиционно можно сделать несколько разными, да, вариантами. Значит, во-первых, это QR-код, который видите постоянно на экране. Это возможность прямо на экран написать, чего хотите, и канал поддержать. Если хотите в клубе зрителей Шелеста очутиться в телеграм-канале закрытого типа клуб, там тоже оставляют люди вопросы. И абсолютно открыто в сообществе YouTube, где анонс нашей встречи, уже есть очень много вопросов для нашего сегодняшнего обсуждения. Но начнем с опроса непосредственно вас, уважаемые зрители. Сегодня он звучит следующим образом. Из-за кого прорыва на переговорах не получилось? Варианты: США, Россия, Украина, Евросоюз, или прорыв есть, просто помалкивают. Вот такие варианты. С этой темы я предлагаю начать, хотя сегодня, если честно, очень много других и геополитических, и международных скандальных, и даже внутриукраинских, но тоже с таким привкусом трагического детектива, тоже это все сегодня будем обсуждать. Но начнем с переговоров. Почему не вышло? Кто виноват? Из-за кого, Юлия? Как вы думаете? Ну, я думаю, что в этот раз абсолютно большую часть ответственности должны нести Европа и Зеленский, потому что они играли в четыре руки. Вот такой эпидемии поддержки Украины на словах, как в Мюнхене, мы давно не видали. Чего стоит один командующий НАТО, который поглядел в глаза пса-патрона. Да, то есть он, видимо, в глаза тех людей, которых ТЦК мобилизует, не глядел, но вот в глаза пса-патрона он поглядел и увидел там бесконечную готовность украинских властей сражаться до последнего украинца и до последнего русского. Вернее, я бы сказала так, до последнего русского, включая украинцев и россиян. Потому что мы как-то забываем, что русские – это и украинцы, и россияне. И, собственно, это самая главная вещь, которую нам пытаются заставить забыть как активисты, так и украинское правительство, так, кстати говоря, и Европа. И это, собственно, самая главная вещь, за которой идет война. Может быть, мы об этом отдельно поговорим. Так вот, пока убивают русских, и с той, с другой стороны, русских и русских, если хотите, то мы видим, что европейцы полностью этим удовлетворены. И хотя, несомненно, как я много раз говорила, России сейчас остановка войны выгодна только на определенных условиях, потому что она имеет стратегическое преимущество. Соответственно, имея стратегическое преимущество, вы или останавливаете войну, диктуя условия, некоторые, или говорите, ну хорошо, тогда я буду ее продолжать. То есть поступок России весьма рационален. Ей и так неплохо, хотя, естественно, главная идея Европы в продолжении этой войны, что русские вообще сотрутся, то есть это тоже надо иметь в виду. Но абсолютно, конечно, на этот раз доля не просто вины, а ответственности и аморальности, я бы сказала. Да? Аморальности в том смысле, когда вы делаете вещи, противоречащие интересам народа, который вы якобы защищаете. Потому что вот стратегическое решение России никак нельзя назвать противоречащим интересам российского государства и российского народа. А вот и решение Зеленского, и решение европейцев, ну, решения европейцев могут отвечать интересам самой Европы, хотя я в этом тоже сильно сомневаюсь. Но в любом случае они не отвечают интересам людей в Украине, на которых падают бомбы, которых ловят ТЦК, которые слышат очередную историю про очередные украденные 112 миллионов. Как-то так вот Александр, вы пробовали где-нибудь в Европе 100 евро перевести? Ой, там уже и крипту наложили, там лапу, да, и налогообложение, и все на свете. Там куча контроля, и, в общем-то, ну, это большая проблема. Но в Украине можно.
Нет, я имею в виду, эти, как я понимаю, эти деньги, которые переводил Галущенко, они были в Швейцарии, в связи с чем у меня вопрос, ребят. Но мало того, что европейские политики этого не заметили, очередного золотого унитаза, как они наглухо не замечают очередные золотые унитазы и, закрыв рот, смотрят в глаза псу-патрону. В глазах пса-патрона они золотых унитазов отражения не видят. Вы знаете, Ну так, выражение ребят, глаз... просто физически, да, в- просто физически, как можно человеку, наворовав, перевести 112 миллионов денег, которые вдобавок, как я понимаю, частично украдены из всяких вспомоществований же, из внешнего общака. Понимаете, в чем Видимо, дело? Европу это не волнует. Эти Не то, что не глаза волнует. Да. пса-патрона, они же точно такие же, как и у Зеленского в последнее время. И это очень большой соблазн с вами опуститься в разговоры о том, что он назаявлял. Значит, этот соблазн, я не могу его обойти стороной, потому что есть ряд принципиально важных моментов, на которые я бы хотел в нашем разговоре сейчас обратить внимание. Потому что вы так сделали такую интересную засечку на будущее, за что идет война. В принципе, да, вообще. Давайте вот мы попробуем сейчас обсудить то, что наговорил Зеленский и продолжает говорить. А потом, наверное, придем и сопоставим с большими глобальными смыслами. Начнем, пожалуй, с крайнего интервью Моргану, Пирсу Моргану. Значит, вы как историк должны оценить, наверное, фразу о том, что неинтересно ему слушать все историческое говно, ну, Bullshit, они как-то все очень дружно любят это слово, понимаете? Мне так нравится, когда Зеленский, помните, мода такая, ceasefire, там, boots on the ground, ну, имеется в виду, там, сапог на земле, прекращение, англицизм они вставляют. В общем, добрались и до вот этих англицизмов. Значит, я уверен, что читаю не меньше исторических книг, чем Путин. Кая Каллас? Чем Путин, говорит Зеленский, понимаете? Значит, я знаю Россию лучше, чем Путин Украину. И надо быстрее закончить войну. В общем, не хочу убивать Путина, да, потому что это не остановит войну. Значит, даже если меня убьют, Украина не сдастся. Ну и потом поехали. Выборы, это выгодно. Россия хочет меня убрать, сбить с должности, а люди, мол, не хотят. Это картина мира. Вот в этих коротких выжимках его речей это картина мира. Картина мира человека, от которого зависит, продолжат умирать люди или там не будут они умирать. Будут они сидеть без света или будут со светом. Как вы оцените вот эту картину мира, которую он сейчас транслирует? Причем на западную аудиторию, подмандатного, ну, как бы себе толка, имеется в виду метрополию Британию. Смотрите, во-первых, я к своему стыду не смотрела еще полностью интервью Моргану, поэтому заранее прошу прощения, это не очень корректно, когда ты комментируешь то, чего ты полностью не смотрел. Но как раз у меня не складывается впечатление, что у Зеленского есть не только адекватная, но и цельная картина мира. А у меня складывается впечатление, что это человек, который живет от пиар-момента к пиар-моменту. Ну, во всяком случае, например, когда президент Зеленский сначала запрещает разговаривать с Путиным, кому бы то ни было, а потом вдруг требует разговора с Путиным, причем я совершенно не понимаю, с какой целью, потому что президент Зеленский знает, на каких условиях США и Россия уже договорились закончить эту войну, отдача Донбасса. И, соответственно, ему достаточно сказать «да» без всякого разговора с Путиным. И тогда закончить войну. Вот человек говорит, надо закончить эту войну, и одновременно выдвигает условия, которые делают ее совершенно невозможным ее закончить. Я не вижу в этом никакой цельной картины мира, я в этом вижу скорее распад личности, которая цепляется за власть, цепляется за внешний общак. И когда человек говорит, что украинский народ против всяких выборов, я, честно говоря, не могу себе представить, чтобы хоть какой-нибудь демократический правитель, вне зависимости от того, что я плохо отношусь к демократии, мог позволить себе такое высказывание. И главное, я совершенно не могу понять, как те же самые европейские бюрократы, которые нам говорят, что Украина – это вот родина слонов и демократия, а как, ну, они же должны как-то на это реагировать, теоретически. Ну, как человек говорит, 90% украинцев против выборов.
Слушайте, вот представляете себе, завтра Макрон выйдет и скажет, что 90% французов против выборов, они за то, чтобы я... Ну, просто представьте, что будет. Хотя Макрон в последнее время тоже удивляет высказываниями. Например, насчет свободы прессы. Вообще все, что мы думали о демократии в 91 году, когда мы думали, что вот в совке тоталитаризм и Госплан, а на Западе демократия и рынок, оно просто на наших глазах накрывается медным тазом. И демократические политики совершают такие поступки, ну, например, там, испанский пример, который раз и легализует свыше 1 миллиона нелегальных миграционных преступников, чтобы получить голоса, на которые, в принципе, авторитарные правители были не способны ни в прошлом, ни в настоящем. То есть степень неадекватности именно демократических правителей в последнее время, обратите внимание, растет. И демократия оказывается просто негодным способом правления. Это тоже далекая история, может быть, обсудим в конце. Так вот, в этом смысле как бы одна из особенностей демократии, вернее, одна из особенностей того, как демократия превращается в тиранию, а это происходит при помощи активистов. Вот выделенных людей, которые якобы моральные авторитеты и якобы имеют независимое мнение. Хотя, как мы видим, это мнение иногда очень хорошо оплачивается. Я напомню, что USAID в 2024 году имел 43 миллиарда. Я напомню, что НКО, которые финансируются из бюджета ЕС, за 5 лет освоили 17 миллиардов. Причем это называются некоммерческие организации и негосударственные. Получали из бюджета ЕС. И вот все эти замечательные люди, они рассказывают населению, о чем думать. И в результате образуется абсолютный зазор между реальностью и тем, чем кормят население. И после этого можно сказать, ну это же вот это мнение народа. Мнение народа, он не хочет выборов. Ну и последнее насчет истории. Я тоже согласна, что история – это такая штука, из которой, как из булочки, можно много чего наковырять, какого изюма. И, в принципе, исторические скелеты должны стоять в шкафах, потому что очень часто, когда историю вытаскивают наружу, это и является формой фашизма. Но когда, например, я слышу… Понимаете, как-то так у Зеленского односторонне с историей, потому что когда я слышу от украинских активистов, что Россия, оказывается, колонизовала несчастную Украину, и такие исконно украинские земли, как, например, Крым или Юго-Восток. И вот сейчас там люди почему-то говорят по-русски. И при этом вот эти вот люди, которые говорят на Юго-Востоке по-русски, они, обратите внимание, они такие украинцы Шредингера. Они, с одной стороны, коллаборанты, сепары, на которых надо охотиться. И я напоминаю нашим слушателям, что в марте 2022 года был принят закон украинский, по-моему, называется «О коллаборантах», о котором мало кто говорит. А там, между прочим, полагается тюремное наказание за хозяйственную деятельность, за ведение хозяйственной деятельности, связанной с сотрудничеством с оккупантами. То есть пошел на рынок, продал пучок морковки, ты уже ведешь хозяйственную деятельность, тебе уже там, по-моему, 3 года. А если это повлекло за собой убийство людей, то вплоть до пожизненного. Ну, ты продал пучок морковки, ты его продал, там, условно говоря, ополченцу из Востока или еще чего, он пошел на фронт, соответственно, там началась стрельба, все, твоя хозяйственная деятельность уже помогла убийству людей, тебе уже пожизненно. И вот, значит, вот там вот сидят вот эти вот нехорошие люди, которые ведут эту хозяйственную деятельность. Они, дай бог, еще в школу ходят и детей учат. Это уже все совсем. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда надо, вот эти вот негодяи, которые пусть мочу пьют, которые должны убираться из Донбасса, как говорил Зеленский еще до войны, если они считают себя русскими. А с другой стороны, их обязательно надо освободить. Но, видимо, их надо освободить, чтобы посадить за сотрудничество с врагом. Я логику так понимаю. Ну, смотрите, это же эволюционирует или как развивается, усугубляется вся эта риторика. И Зеленский договорился в Мюнхене до того, что, значит, вообще непорядок. Непорядок. Слушайте, эти русские,
Он говорит русские, но подразумевает россиян. Ну, то есть, Он говорит Russians. да, то есть На русские. английском, напоминаю, нету разницы, да? Russians. И, в Русские и общем, россияне. говорит, что они какие-то подлые русские, да, у них там дети, бизнес по западным странам, у них там счета, у них там вот это, надо выгнать их всех, выгнать назад. И вы понимаете, в чем дело? Ведь, опять-таки, вот вы так говорите, история, наука, можно поковырять, но все-таки я отношусь к истории. Можно вызубрить все даты. Ну, как там в школе, там, в институте, там, да, вот это вот учили, там, даты, периоды. Можно все вызубрить. Но главное это тенденция. И есть непреложный факт. Когда ты внутри страны так относишься к своим гражданам, как относится Зеленский, то это выплескивается наружу. У тебя Орбан растит живот, у тебя русские вот эти понаехали на Запад, выметайтесь отсюда. Ты выплескиваешь это, и как бы, ну вот это выходит уже из берегов. Вот эта речка идиотизма ровно потому, что никто не может подсказать ему из учебника истории, да, который Зеленский скурил и читает больше книжек, чем Путин. Никто не может подсказать, к чему это приведет, потому что это тенденция, это процесс, это закон истории. Но он оседлал этого коника без ноги и вот это вот скачет. Как вы, как россиянка, отнеслись к вот такому выпаду Зеленского против всех россиян? Причем сопровождающегося вот тут же, да, на фоне этого Гераскевича со шлемом, там, фотографиями с Каспаровым, как бы, в общем, людьми, которые олицетворяют там, да, вот, другую Россию, оппозиционную Россию. То есть их пока не надо выгонять, у них есть фотография со шлемом. Смотрите, во-первых, тот же самый, действительно, мы возвращаемся к главному вопросу. Во-первых, Зеленский говорил по-английски, он говорил Russians, соответственно, это русские. Ну, то есть можно перевести и так, но, понятно, для английского языка нет разницы, и это правильно. Это Russians, русские. Простите, а украинцы кто? Самый главный вопрос. Вот великий князь Владимир Киевский, он украинец был? Или он Конечно. был великий русский князь, но он называл себя великим русским князем. Да, поэтому, соответственно, получается, что украинцы тоже русские, ну, точно так же, как сибиряки тоже русские. Вы можете говорить на разных немножечко наречиях, вы можете иметь немножко разную историческую судьбу, но вот точно так же, как немцы и саксонцы, и баварцы – это немцы, да, точно так же и россияне, специально, чтобы отличать от других русских, от других видов русских, и россияне, и украинцы, и сибиряки, и уральцы, они все русские. Да, точно так же, как провансальцы являются французами не потому, что там плохая провансальская культура или недостаточная, но просто вот по факту той самой истории, которую господин Зеленский называет bullshit. Теперь можно вот немножечко к этому фундаментальному обстоятельству мы вернемся, и что оно значит для самой Украины. Потому что все время почему-то делают вид, что это обращено к русским. В то время как у меня гораздо больше вопросов, а что же это делает с самой Украиной? И сначала я замечу, что действительно вот что именно в связи с Мюнхеном, именно в связи, собственно, с отчаянным положением Украины и тем, что Украина остается на милости европейцев, а европейцы платят только обещаниями, ну, чуть-чуть деньгами, но в основном заглядыванием в очи пса-патрона. Соответственно, Трамп готов просто из всего этого выписаться как минимум или даже как максимум договориться с Путиным отдельно. Соответственно, вот как бы вот в истерике это все компенсируется какой-то дикой истерикой, и это все компенсируется каким-то диким градусом квазинацизма, потому что по-настоящему, конечно, это нельзя назвать нацизмом не потому, что это не структурировано как нацизм, а просто потому, что когда вы пытаетесь отменить народ, который имеет 10 миллионов ближайших родственников в самой Украине, близких родственников, и когда вы пытаетесь разыгрывать эту карту
в ситуации, когда у вас Сырский, родившийся в России, руководитель ВСУ, а Кирилл Дмитриев и Владимир Мединский, да и генерал Алексеев, который чудом избежал последствий покушения, вернее, чудом избежал смерти. Вернее, не чудом, а сам хорошо боролся. Как раз не чудом, как раз собственными руками. А они родились в Украине, то как-то у вас вот эта сова на этот глобус не налазит. Но, возвращаясь к псевдонацизму, мы видим, что просто градус неимоверно повышается. Это, конечно, вот это высказывание Зеленского, оно нарочито двусмысленное. Оно было обращено то ли к сотрудникам Росатома, то ли ко всем русским. И это не первый раз такая двусмысленность. Я напомню знаменитую фразу Зеленского «Русские, убирайтесь в Россию, свергайте там Путина». Я напомню другое сравнительно недавнее высказывание, когда он сказал, что вот русские бомбардируют энергетическую структуру Украины. Люди так не поступают. То есть, опять же, хитрое строение фразы. Вот если обратите внимание, как очень точно Зеленский использует слова, потому что если, например, прийти и сказать: парень, ты всех русских назвал не людьми, он скажет: ну, я назвал не людьми тех, кто бомбардирует энергетическую структуру Украины. А на самом деле центральный сигнал поступает довольно четкий, и реализацию этого центрального сигнала мы видим, например, вот в этом самом скелетонисте Гераскевиче, который, оказывается, в много-много уже месяцев постил «русские не люди», «русские не люди». И теперь вот этот человек, который постит «русские не люди», наконец, стал героем. Стал героем не через то, что он что-то выиграл, обратите внимание, а стал героем вот эта классическая позиция, опять же, которую сейчас внушают украинцам, что вы жертвы и вам все должны. То есть вообще абсурдная ситуация, когда о Гераскевиче поговорим отдельно, когда здоровый молодой человек вместо того, чтобы идти в армию, идет, занимается спортом, потом, не имея надежд на призовое место, устраивает на ровном месте скандал со шлемом, говорит: я жертва, мне все должны, получает на этом деле, как я понимаю, гигантские деньги. Он, кстати, вы не знаете, он хоть какие-то из этих денег отдал, там, я не знаю, Заявления я не инвалидам. встречал. Я не встречал заявлений. Это вроде как деньги на борьбу с российскими паралимпийцами, со спортсменами. Им же на Олимпиаде, на Паралимпиаде разрешили выступать под национальными флагами. 2014 года этого не было. Это действительно такое существенное событие. Понимаете, в чем дело? Тут спортсмену рознь. Как зеркало, как отражение его, это футболист, который отбивал соседа и, в общем, побил ТЦКшника, хотя и сам получил, там показали потом полностью видео с камер наблюдения. Футболист Колоса, который дрался с Так русскими. его же не будет поддерживать Зеленский. Да, понимаете, его никто не будет Понимаете, это же поддерживать. вопрос, кого поддерживают. Это же и есть структура активизма, когда происходит такой естественный отбор. Вот ты там навалял ТЦКшникам, тебя никто не поддержит. Ты постишь «русские не люди», я жертва, глядишь, тебе все очень хорошо будет, тебе донатами польется выше. Так Парадокс в том, что этому футболисту, который побил ТЦКшника, пустили слух, не знаю, насколько это подтвердилась информация или нет, что ему предложили идти служить. Причем так издевательски: в ТЦК пойдешь служить. То есть ему предложили служить человеку, который отбивал соседа, которого крутили и вязали, который подрался, ему там сейчас под домашний арест, ему 5 лет светит, между прочим. 5 лет. Вот вы так понимаете, это же вопрос государства. Вот этому футболисту 5 лет за то, что съездил по морде левый боковой, продемонстрировал. Кто-то там украл чипсы и бутылку пива, да, ему прям реально 117 гривен, простите, ущерб, а кто-то 117 миллиардов долларов украл. И вот это вот сейчас танцы происходят. Ну, миллионов. Да там и миллиардов, если так в совокупном числе. Ну нашли-то 117 миллионов. Так это же я и говорю, так и формируется правильный активизм. Когда государство, одни виды активизма, например, со стороны господина Гераскевича, я тут пострадавший, мне Олимпийский комитет, который всегда препятствует любому проявлению политики, и тем более войны на Олимпийских играх, запретил, на что, собственно, Гераскевич и нарывался, и вот его поощряют, а, соответственно, другого человека не поощряют, а потом говорят: ну это же вот общественное мнение, это же вот народ хочет.
Так вот, собственно, возвращаясь к этим проявлениям квазинацизма, их стало просто очень много, и я даже не буду перечислять все, я просто замечу два, которые меня чрезвычайно поразили. Там была девочка, которая 14 лет русская, живет в Милане, и она несла ей, как волонтеру на Олимпийских играх, поручил нести в Украину перед украинской делегацией. Причем эта девочка сделала все необходимые ко. Она сказала, что я понимаю, что украинцы имеют право ненавидеть россиян и желать нам всем смерти. После чего, соответственно, МИД украинский не нашел ничего лучше, как сказать, что значит, в МОКе садисты и само появление этой женщины перед украинской делегацией – это оскорбление. То есть, ну, никогда, вот обратите внимание, кстати говоря, вообще, о чем мы говорим, да, вот это происходит на поле боя сейчас. Исчезают миллиарды. А нам навязывают разговор вот о том, как страшно девушка, которая реально хотела поддержать Украину и пописала сама себе на голову, ей надо еще на голову покакать. И я добавлю еще, конечно, доктора Андрея Волну. Вот сейчас был форум, я не помню, как это освобожденных народов России или свободной России, что-то в этом роде. Я напоминаю, кто такой доктор Волна. Это человек, который действительно очень многим пожертвовал, потому что он уехал, он был категорически не согласен с войной, он уехал из России, он приехал, он знаменитый хирург, он приехал в Украину, он стал оперировать, соответственно, воинов, он стал параллельно играть, на мой взгляд, подлую и низкую роль, потому что он сделался каким-то ну, совершенно безумным вот таким пропагандистом, да, и вот это, про это говорят транстарасы, то есть как только, значит, как только возникала какая-то тема, он ее непременно озвучивал. И вот на этом форуме он сказал, что человек, ну, вообще, которого, извините, украинская пропаганда должна на руках носить. И он говорит, я не знаю, сколько хороших русских, но вот мои украинские друзья говорят мне так. Мы не знаем, сколько вас хороших русских, но у вас достаточно плохих русских, чтобы, значит, нас все время убивать. И меня, конечно... То есть, представляете, это человек, ну, которого, казалось бы, надо вот просто, вот как, я не знаю, как Сталин антифашистов немецких показывал. И вместо этого, оказывается, ему действительно, по его же собственным радостным признаниям, какают каждый день на голову. Ну, не каждый день, но достаточно часто. Он это все размазывает себе по лицу с гордостью. То есть он реально превратился в члена секты. И вот когда я увидела вот это вот, как-то это все густо пошло, обратите внимание. Да, их стало много таких случаев, опять их стало много, их некоторое время вроде как-то замолчали, но вот после того, как стало ясно, что Европа поддерживает Зеленского в стремлении воевать до последнего украинца, в стремлении потратить последнего украинца, то вот эти случаи сразу поперли вверх. Может быть, это мое ощущение, но у меня такое ощущение, что это вот это ЖЖЖ неспроста. И дальше я подумала, собственно, действительно, зачем Зеленский вот с самого начала войны взял именно этот тон? И вдруг я поняла, Александр, простую вещь. Она заключается в том, что вот мы уже совсем забыли, как оно было в 22 году, а я вдруг сообразила, что если бы Украина была тем, чем ее российские либералы, европейские бюрократы считали, левые либералы, я бы сказала, в 22 году, то Украина бы давно победила. Реально победила, да, потому что, ну как это, представьте себе, значит, бегает тут какая-то путинская пропаганда, говорит про украинский нацизм, а вместо этого есть кровавая тирания, которая напала на демократию, которая никого не угнетает, и вот действительно все языки равны, просто, можно сказать, напала на Швейцарию, и все, естественно, швейцарцы, значит, просто там соединяются, чтобы дать этому отпор, как в свое время, знаете, почему Гитлер не напал на Швейцарию? Просто потому, что он понимал, что все швейцарцы, в первую очередь немецкоязычные, дадут ему отпор. Действительно, получаются границы 91 года. Да что там границы 91 года? Там, значит, это просто у Путина происходит революция, потому что ему элита его предъявляет: ты что сделал? Если бы мир был устроен так, как казалось леволибералам, в том числе и мне, в 22 году, Украина бы победила. И тут я подумала, скажите, пожалуйста, а демократам ЕС это было нужно бы?
Вот представляем. Нет, погодите. Если бы сбросить Путина, поменять власть на этой войне, как бы верхом заехали бы условно беглые российские политики, стали бы не в экзиле, а настоящими руководителями, зашли в Кремль. Ну, конечно, да. Ведь это экономический, ресурсный передел России. Следующий шаг за этим. Тут вы абсолютно правы, но тут вы говорите о том, что случилось бы в реальности. А я сейчас говорю вот как бы оно происходило, если бы был сферический конь в вакууме. Если бы была настоящая западная демократия, все, что нам объясняла телекомпания «Дождь» и ФБК, то я обращаю ваше внимание, что если бы Украина, хотя бы вернулась к границе 91 года, то это действительно при отсутствии дискриминации русскоязычного населения действительно вот та самая демократия, действительно там конфедерация или федерация, как в Швейцарии, то нафига в Европе нужна 40-миллионная страна, которая выиграла победоносную войну, которой действительно сейчас будет развиваться экономика, потому что как нам объясняют, в которой действительно существует некоррумпированная демократия. Мы сейчас, еще раз, мы про сферического коня в вакууме, мы не обсуждаем реальный мир. Мы сейчас к нему вернемся. И я обращаю ваше внимание, что вот очень часто говорят, что там вот сейчас ЕС, даже не будем сейчас трогать демократов, ЕС пытается ослабить Россию. Я обращаю ваше внимание, что Украину она пытается ослабить не меньше. Ровно потому, что они очень хорошо понимают, что и то, и другое есть Русь. Да? И то, и другое есть историческая Русь. И точно так же, как никому не нужно лишней сильной России, точно так же никому не нужно лишней сильной Украины и победоносной Украины. А как ослабить Украину? Да очень просто. Сделать так, что давайте мы будем рассуждать, что украинцы не русские. Все, помимо того, что вы, значит, никогда не получите поддержки от большинства россиян, да, то есть не просто русских, а русских, живущих на территории России, у вас кончится тем, что вот это кончается сейчас борьбой с москворотами, давайте запретим русский язык. Тут вот я видела недавний пост директора издательства, что, слава богу, значит, на русском книжки перестали издавать. А дальше я смотрю, что, оказывается, 70% книжек и издавалось на русском. По крайней мере, он так пишет. Оба! 70% книжек издалось на русском. И это вот после всех этих мер. Два контравопроса по вот этим, размышлениям, исключительно экспериментальным, как бы, умозаключением. Контравопрос первый. А на кой руины в составе Европейского Союза? Вот куда же в цели войны, или как в мирный договор всячески пытается впихнуть Зеленский. Вот тут тоже такой очень интересный момент. Все говорят, Зеленский, вот он там не субъектный. Ему как скажут, так он и делает. Возможно. Но тут возникает другой вопрос. А зачем пхнуться в Европу, которая не возьмет руины, не возьмет просто нищее, большое, нищее, измотанное, униженное войной, потому что это не будет там, даже условная победа, гипотетическая, которую вы рисуете, это унижение. Нет, я говорю, как говорила, почему это никак не могло быть, Нет, почему смотрите, это не могло быть никогда. я продолжаю мысль. Да? Угу. А зачем Украина, да, вот в таком состоянии сейчас? Это один контравопрос. Зачем Европе Украина? А второй контравопрос. Послушайте, белорусы, это же не русские. Белорусы. Есть же белорусский язык. Белорусы тоже русские. Не, я имею в виду, есть и как-то все нормально уживается, понимаете? То есть потому что смысл не в национальности, да, не в каком-то, а именно вот в привнесенном туда, то, что мы обсуждаем, в то или иное общество, вот это зерно раскола. Есть же Белоруссия, есть белорусы, есть русские, есть там другие национальности, и нет никакой вражды. Вражду привнесли.
Я вывожу вас на очень важный и главный, наверное, вопрос. Вот по состоянию на сейчас мы видим, как ничего не видим в Женеве, мы видим, что говорит Зеленский, мы видим, как это все происходит сейчас. Так а за что это происходит? За что идет война сейчас? Так погодите, за то, чтобы не быть русскими. И вот это очень важный момент. Вот это абсолютно... А это невозможно сделать, не уничтожив существующую территорию Украины. И вот, собственно, вот этот заводной ключик войны, который был заведен активистами, он и является причиной всему, потому что все остальные, даже НАТО, это следствие. Потому что смотрите, что происходит. А вот я понимаю, что мы сейчас опять займемся историей. Я просто пытаюсь очень точно подобрать слова. А давайте вот, наверное, просто начнем со следующего. Да? Кто такие русские? Вот нам сейчас Зеленский говорит, что русские – это россияне. Но де-факто он отождествляет. Вот по территориальным границам Российской Федерации вот все, что внутри русские, и более того, есть совершенно фантастические случаи, потому что вот главный идеолог всего этого, один из главных идеологов Михаил Подоляк, он украинец, а у него брат, родной брат в Москве, у него, видимо, арабские гены, в отличие от Михаила Подоляка. По-моему, по-моему, он уже умер, был офицер ФСБ, но вот, видимо, он был имперец и русский. То есть вот на самом деле, в сущности, эта война ведется за то, чтобы рассказать, что русские – это люди, которые живут на территории Российской Федерации, а если они за нее выходили, то там они были колонизаторами, там они были имперцами, и все, что живет за этой территорией, они покоряли, каким-то образом насиловали и уничтожали. Помимо того, что это абсолютно безумная историческая картинка, да, потому что это картинка, которая делает невозможным существование Украины, потому что, как я уже сказала, Украина, так же, как и Провансаль, так же, как и Прованс, простите, ради бога, Провансаль, да, это историческая часть русской культуры, и это часть, которая, собственно, эту культуру создавала, потому что Николай Васильевич Гоголь не меньше Александра Сергеевича Пушкина создал русскую эту культуру. Так получилось, что та культура, которая творилась на территории большей части Украины, творилась на русском языке. А украинский, то, что называлось тогда, сейчас называется язык, еще в конце XIX века, причем британцами называлось украинским, малороссийским или украинским диалектом русского языка, да, это был диалект, на котором некоторые простые люди говорили возле Киева, и, например, на котором писал Тарас Шевченко. Потом он на этом языке. Это, кстати, вообще большое несчастье, конечно, для Украины, потому что сумрачный гений Тараса, воспевавшего выдернутые кишки, просто человек, который родился в крепостном состоянии, который все хотел выместить нехорошим буржуям, которые сверху, нехорошим негодяям, которые сверху, да, вот как он умел, вместо того, чтобы вот эти захватчики, вместо того, чтобы его уничтожить, они, наоборот, там, его выкупили, его всячески вознесли, он их ненавидел, он обо всем этом писал. Вот два таких, знаете, две таких фигуры, которые стоят, вот как черный и белый ангел. Гоголь и Шевченко. Ну, к Шевченко тоже много претензий, как выяснилось. Теперь Так я и говорю. У Алферова, да? Тут же что? Ну да, потом он вел дневники на русском языке, потому... Россия уничтожить Украину. Почему? Потому что не получилось СССР 2.0, потому что те, кто останется под Россией, это вот эти как раз-таки генетические рабы, это рабство. Вот те, кто примет, те будут, а всех остальных надо уничтожать. То есть вот такие злые и нехорошие россияне, вот злая и нехорошая война. Это используется, понятно, да, в пропагандистских целях, но подается же нам как история. Просто когда Зеленский говорит, что... Вопрос о Зеленском и истории. Да, это понимаете... Украинский город Одесса. Сколько, там, я читаю не меньше исторических книг, чем Путин, вопрос, а какая последняя? Ну, должен был последовать от Пирса
Моргана. Ну а какая последняя? Но вот этот вопрос не последовал. Знаете, как вот в КВН шутили, это знакомо Зеленскому. Прочитал 3 книги, букварь вторая и синяя. Вот это вот, собственно, и показывает нам, да, вот уровень понимания и глубины. Почему проект Украина не получился? Как вы отвечаете на этот вопрос? Потому что проект «Украина как антироссия» не может получиться в принципе. Потому что мы не совсем понимали вот в начале этой войны, во всяком случае я вот это слово «мы» я ужасно не люблю, да, оно такое, можно маленькое отступление, крошечное. А вот в китайском языке, вот в обычном, в русском языке, в индоевропейских языках, да, есть «я» и «мы». Ну, то есть единственный род, единственное число, множественное число. А вот в китайском языке есть еще, знаете, такое инклюзивное число. Мы все или они все. Во мен доу, ни мен доу. Мы все как один человек. Это такой уникальный язык, в котором, значит, вот долгое выражение «мы все как один человек» или «они все как один человек», та мен доу, да, можно сказать одним словом. А вот я этого дела очень не люблю, поэтому вот чего в 22 году казалось? Ну, действительно, ну, развалилась большая страна на несколько частей. Бывает. Вот Германия долгое время была необъединенной, и даже при этом баварцы и саксонцы говорили на разных языках, но никто же не считал, что Хохдойче, да, высокий немецкий язык, это язык колонизаторов, и надо его срочно отменить и говорить на нашем баварском. Как есть вещи, которые являются иерархическими частями целого. И вот правильное государство и правильный народ и правильная культурная общность устроена так, что у вас есть несколько ступеней принадлежности иерархии. Вы принадлежите своей семье, и одновременно вы принадлежите своему городу. Вы входите в ваш город, и одновременно вы входите в некую культурную подобщность, например, мы сибиряки. Вы, будучи сибиряками, одновременно являетесь русскими. При этом, если как бы Сибирь изъять из России и на территории Сибири построить проект «Антироссия», ну, то, во-первых, России будет очень тяжело, а во-вторых, что произойдет с Сибирью, будет просто кошмар, потому что, условно говоря, якуты будут резать немцев. И все вместе будут резать русских, потому что, ну, а как вот у вас исчезло скрепляющее. Я люблю другой пример приводить. Это вот есть Хогвартс, а в нем есть 4 колледжа. Гриффиндор, Хаффлпаф, Ревенкло и Слизерин. Вот вы один из этих колледжей убираете, допустим, Гриффиндор, и говорите Гриффиндору, там, первое, ты больше не Хогвартс, ты вообще анти-Хогвартс, да, вот эти в Хогвартсе, они генетические рабы, они несовершенные, они там империалисты и так далее, они пытались монополизировать твое образование. Ну, во-первых, Хогвартсу будет, конечно, очень нехорошо, а вот Гриффиндору будет конец. И ровно это мы и наблюдаем. И вот мое, если честно, понимание ситуации заключается в том, что не надо недооценивать, как бы Русских? сказать, злокачественности активистов. Нет, Потому что русских. дело... Подождите, смотрите, тут Не-не-не, же... Александр, это очень важно, дайте мне закончить мысль. Она там с трудом формулируется, потому что она тяжелая, но это самая важная мысль этой войны. Потому что если вы объявляете эту войну войной против русских, то помимо того и, естественно, там начинаете даже тех русских, которых на вашей стороне, собственно, только их-то они и страдают, потому что они становятся членами секты. Все остальные пожимают плечами и говорят, это я пошел. Да? А даже тех русских, которые на вашей стороне отменять со словами «вы все равно генетические рабы, и вы должны молчать и каяться», то проблема не в том, что происходит при этом с Россией. С Россией происходит при этом множество нехороших вещей, потому что она теряет историческую часть, там, теряет свою печенку, грубо говоря, да, теряет свою безотзывную часть. Да, как если бы Германия взяла и потеряла Баварию. Или там Соединенные Штаты взяли и потеряли Техас с Аризоной. Ну, вопрос-то Но дискуссионный. вот то, Теряет что ли? происходит... Подождите, теряет ли? Александр, дайте мне докончить-то.
Но самое главное – это то, что происходит с самой Украиной. Потому что дальше возникает вопрос. А простите, а вот когда Зеленский-то еще в 2019 году говорил, все, кто считают себя русскими, пусть уезжают из Донбасса. Это он какому количеству людей говорил? Все, кто считают себя русскими, это кто? Это все, кто остались в Донбассе? Ну так, а тогда чего, простите, вы воюете за Донбасс? Вы сейчас отказываетесь отдать Донбасс России, потому что, дескать, на это никто не согласен, на это мы не могем пойти, и одновременно вы говорите, русские, убирайтесь из Донбасса, одновременно говорите, Сепару, Петю, мочу, одновременно вы говорите, как Порошенко, они будут сидеть без света, наши дети будут сидеть со светом, одновременно вы принимаете закон о сотрудничестве с коллаборантами. Вы зачем вот их обратно хотите? Чтобы одних выгнать, устроить этническую чистку, а других посадить? Я хотел бы... А что происходит вот с теми людьми, которые в Смотрите, Киеве говорят по-русски? переходят, как вот при советской власти на кухнях говорят так, как хотят говорить, да, и так и о чем говорят, и критикуют, и недовольны, и все, вот смотрите, все Так вот все война и проигрывается, а те, кто как бы поощряли проект «Антироссия», вот это, слушайте, вот это, собственно, самая важная вещь, еще вторая важнейшая вещь. Потому что, извините, пожалуйста, из украинцев сделали черных. Да, вот современный Евросоюз и современные левые очень любят помогать жертвам. Хлебом не корми, дай помочь жертвам. Вот бедные там чернокожие в Америке, они жертвы системного расизма, им надо помогать. В результате этого помогания жертвы системного расизма 80% выходят из школы или сколько там, не умеют читать. Вот тут бедные мигранты приехали в Европу, они, значит, вот жертвы колониализма, им надо помогать. В результате этого системного помогания, я вот только что видела данные, в среднем в Австрии стоит один мигрант за всю свою жизнь 275 тысяч евро государству. А вот с Украиной сделали тоже. Когда вы спросили, а зачем Европе руина, так я отвечаю, что Европе руина-то и нужна. Зачем Европе мигранты? Чтобы заботиться о жертвах. Другое дело, что этих жертв, конечно, не пустят на порог. То есть в саму Европу их, конечно, не пустят. Что-нибудь там придумают, да, на Венгрия наложит вето или еще чего, или возникнут какие-то обстоятельства, потому что иначе у Украины будет слишком много прав. Но вокруг бегать со словами «мы о несчастных жертвах должны заботиться», и это современные европейские политики, современные бюрократы и современные активисты, это ровно то, что им хлебом не корми, подай им жертву, об интересах которой они должны заботиться. Вот всю Украину попытались превратить в жертву, и очень тяжело устоять, потому что, когда тебе говорят, вот если ты будешь продолжать помнить, что вы русские, то вы будете поганые имперцы, то ты будешь поганый имперец, и вообще негодяй, это как бы победитель. А если ты скажешь, что ты лузер, если ты скажешь, что ты жертва, если ты скажешь, что тебя вот века угнетали, и поэтому у тебя нету вот всяких Булгаковых и Ахматовых, вместо того, чтобы Булгаковых и Ахматовых признать своими, то тут мы о тебе позаботимся. Но слушайте, вот целые группы населения на это ведутся по всему миру. И маленькая проблема заключается только в одном, что победитель, он победитель всегда. Вот если ты Олимпиаду выигрываешь, то ты занимаешь первое место вне зависимости от. А если ты жертва, то ты получаешь ништяки, только если вот есть вся эта вот гигантская взвесь из бюрократов, активистов и прочих сопляжуев, Хорошо. которые будут тебя А кто помогать. объявит победителя в этой войне? Это не праздный вопрос, которым почти никто не задается. Кто назначит победителя? Сегодня у Трампа Совет мира. Интересное мероприятие. И состав участников интересный. Да? Азербайджан, там, Пашинян тоже. Я не хочу отвлекаться на эту историю. Много есть параллелей. То есть, смотрите, Трампу этот орган, в принципе, и нужен, в том числе для того, чтобы там
Ну, в общем, кого-то называть победителем, кого-то проигравшим, с кем-то дружить против кого-то. В общем, это его детище, его игрушка имени Трампа. Но смотря на вот это геополитическое противостояние, ты понимаешь, что нет уже того суда, нет уже того международного права, нет уже того авторитета, который бы вышел и сказал: Украина, там ты победила. Победила, потому что, ну, в общем, вот потому что. И все бы сказали: ну, все, это авторитет общепризнанный, тогда мы признаем. Россия говорит: ну да, Украина победила, мы ее не смогли... Такая же риторика у Трампа была, помните? Украина победила, мы не смогли ее там захватить за 3 дня, ну, условно. И это сказал какой-то авторитет, и все вот как бы, и все подчинились. Нет этого авторитета. Ровно точно так же и никто не скажет: все, Украина, ты проиграла, Россия победила. Никто не назовет как бы вещи своими именами. А нужен кто-то, кто должен это в мире делать. А нет этих людей. Поэтому, смотрите, тут можно... И я понимаю, я очень толерантный человек, я отношусь толерантно, просто что, как это, ошибаться можно, да, врать нельзя. Люди делают это с целью солгать, с целью побудить там, мужиков идти в ТЦК, умирать в этой войне, пополнять собою вот эти списки, которые легли в могилу, то есть продолжать вот эту топку русских в самом широком смысле этого слова людей, и они лгут. Но по сути, правды не у кого добиться. Кто уравнитель, кто великий и ужасный человек или организация, или кто может сказать, кто подведет итоги этой войны? Нет, Александр, тут вы в корне не правы, потому что обычно итоги войны подводит ситуация на поле боя. Если Александр Македонский завоевывает Персию, то каких вы пиарщиков не наймите, ну, нельзя сказать, что царь Артаксеркс победил. А если там во франко-прусской войне побеждает Пруссия, то вы там, я не знаю, хоть 300 портниковых наймите, и там еще добавьте 200 штук Андрея Волны, не получится рассказать, что победила Франция. Собственно, идея Европы заключается в том, чтобы сделать так, что Россия не победила, чтобы не было ярко выраженной победы, которая, допустим, заключается в том, что там Россия захватывает земли по Киеву или по левому берегу Днепра, и тогда уже, что называется, штанов не спрячешь. Поэтому все равно, в любом случае, победа или не победа будет определяться, на поле боя, сколько какая территория занята, и сколько ресурсов на это потрачено. Да, потому что победа бывает, как известно, и первой. Соответственно, я вам предлагаю два сценария, два максимально различных сценария развития событий. Сценарий первый. Я сейчас тоже немножко сферическим конем в вакууме займусь. Война продолжается еще год. Второй, третий. Европейцы там подкидывают денег Зеленскому, который сидит на внешнем общаке. Соответственно, Россия тратит на эту войну как на стандартную колониальную войну, то есть войну, которая не является тотальной, не ведется без напряжения усилий всей нации, и которая гарантирует от экономического перенапряжения там, 7-9% ВВП. Она продвигается. В какой-то момент, во-первых, большинство украинцев убегает на Запад, во-вторых, количество воровства превосходит все мыслимые и немыслимые пределы, потому что обратите внимание, что украинский чиновник, он же сейчас понимает, что это сейчас, хватая вишки, вокзал отходит. Да, вот, а чем больше ты хватаешь мешков, чем быстрее отходит вокзал. И, наконец, у самой Европы, условно говоря, в этот момент наступает экономический или хотя бы фискальный крах Европы, связанный с тем, что когда у вас теперь 5 мигрантов на одного работающего вместо 5 работающих на одного мигранта, да, то вот вам надо им как-то выплачивать, а жертва в виде Украины, она жертва второй очереди. Вот есть жертва первой очереди, мигрант. В Европе же, извините, маленькое отступление, в Европе же сейчас коммунизм.
Коммунизм – это что такое? Это от каждого по способностям, каждого по потребностям. Вот несчастной жертве по потребностям. Знаете, сколько может получить несопровождаемый взрослыми ребенок-мигрант в Австрии? До 18 тысяч евро. Ну, это если он псих, это если он должен находиться в специальной лечебнице. Понятно, что это средний ребенок-мигрант, несопровождаемый взрослыми, получает, ну, не получает, а там, на него тратит государство где-то около 4 тысяч евро, 3900. А средний австриец приносит домой 2700 евро. Да, вот в Европе коммунизм каждому по потребностям, ну, особенно если ты иммигрант или любая другая жертва. А от негодяев, которые что-то производят, по способностям. Ну ты чего, сволочь, это вот мы тебе только 40% налогов забираем, а ты уже начинаешь не работать. Ну давай иди быстрее работать. Так вот, когда эта пирамида МММ закончится, то кредиторами в первую очередь откажутся жертвы, как бы, которые уже имеют право голоса или которые могут там кого-то башку проломить. А Украина окажется кредиторами второго очереди. Денег будет не хватать, соответственно, в этот момент российские войска польются неудержимым домкратом, как писал классик, и, скажем, будет захвачена Одесса, Николаев. Еще раз повторяю, это сферический конь в вакууме, то, что я рисую. Харьков и там все по левому берегу Днепра. И тут уже не попишешь, а тут уже, как я уже сказала, вот те люди, которые останутся в Западной Украине, они, конечно, будут рассказывать, что мы сохранили нацию, но будет все это выглядеть как-то жутковато. А Понимаете? другой вариант, нет, это один вариант, номер один. Вариант номер два, все продолжается еще, условно говоря, 10 лет. Россия, ну, не перенапрягается, не то чтобы вот там просто истощается. Украина истощается, но в конце концов становится ясно, что овчинка не стоит выделки, но фронт за это время продвигается еще на 100-150 километров. Естественно, там и Запорожская, и Донецкая область давно у России. Ну и тут можно еще чего-то написать. Хотя итогом всего этого абсолютно минимум, и это тот минимум, на который рассчитывает Путин, и этот минимум, который называется не поражение, все равно будет заключаться в том, что проекту анти-Россия в Украине будет нанесено непоправимое поражение, потому что какая-то часть территории страны точно окажется в составе России и с русским языком, и с этим уже ничего не поделаешь. И люди, которые там будут жить, будут в абсолютном большинстве своем ненавидеть проект антироссия. А какая-то часть, пусть достаточно большая территория страны, останется с той стороны. В ней будет очень мало людей, потому что они все разбегутся. А в ней будет систематическая привычка к воровству, потому что вот как бы к этому времени из Украины за этот десяток лет будет сформировано вот это вот чикагское гетто. Нам все должны. Будут люди сидеть на внешнем общаке и, как в секторе Газа, смотреть, чтобы никто другим не занимался ничем, потому что, ну, если кто-то занимается независимой экономической активностью, то он им может бросить вызов их власти. И, соответственно, окрестные страны будут показывать пальцем и говорить, мы так не хотим. Но существующая политическая верхушка будет упиваться, рассказывать о победе, что это был фиолетовый луч, что вот смотрите, мы же сами себя сохранили. И более того, люди, которые будут жить под этим чудовищным, абсолютно тоталитарным государством, вот устроенным вроде сектора Газы, они просто ничего другого не смогут сказать, потому что им оторвут голову. Поэтому они будут потихонечку уезжать. Я единственное, что хотел тут добавить, еще я хотел с вами две темы обсудить и перейти к вопросам зрителей, поэтому придется как бы немножко ужаться, но это очень важная ремарка. Вы говорите, захватят, да, города. Я долго думал, а чего это так, почему так боится, условно, элита, Зеленский лично, политическая верхушка, идти на сделку? Ну, вот так, как говорит Трамп, да? Почему? Ну, вот в чем проблема? Это смерть политическая, более того, это может быть смерть физическая, извините. Нет, Зеленский подождите. при этом решается власти, влашнего общака, Нет.
Ему Я, все припоминать. опять-таки, я задаю тогда вопрос, как вот, да, как дети, почемучки, пытаясь разобраться, а почему вы считаете, что его кто-то что-то с ним сделает, кто-то какая-то политическая смерть? Не в этом вопрос. Суть, если глубже копнуть, окажется, что формат перехода без войны, то есть сдачи территории, да, обмена территориями, как это ни назови, или сам факт, была Украина в Краматорске, теперь в Краматорске Россия, зашли-вышли. Эффект домино будет. И слово «захватит» тогда уже никто не будет применять, потому что... Что значит эффект домино? Вы считаете, что там дальше Да, Харьков отложится? да, 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 воевать дальше не будет смысла. Воевать дальше не будет смысла. Поэтому все упираются руками и ногами. Если провернуть вот эту сделку, как называет Трамп, то дальше тогда непонятно, а зачем вести Ну, так дальше дальше-то и боевые война действия. останавливается? Так нет, ну, так эта сделка и останавливает боевые действия. И тогда это кошмарный прецедент, прежде всего для страны, потому что не просто так же там карты Герасимова показывают, там Одессу, Николаев, вот эти все вещи. И помните, был комментарий несколько недель назад о том, что Одессу никто не будет брать штурмом, Харьков никто, и Херсон тоже никто. Это все решится. Тут дипломатическую войну тоже можно проиграть. И это как раз очень серьезный дипломатический удар, и поэтому на него никто не соглашается. И тогда возникнет это то, вокруг чего мы сегодня крутимся с вами, да, вот о целях войны, да, там, уничтожения русских в самом широком смысле этого слова. Я обращаю ваше внимание, что цель войны – уничтожение русских в самом широком смысле слова, потому что каждый раз, когда убивают украинцев, и каждый раз, когда убивают россиян, и тогда убивают русских. Поэтому, значит, какой-нибудь активист или представитель глубокого государства, или вообще защитник, или геостратег на Западе может поднимать рюмочку за здоровье. Кто бы этого не сделал, в какую бы сторону пуля не летела. Прокомментируйте. Минус русский. Да, Каждый раз это минус русский. Прокомментируйте, пожалуйста, вчера, сегодня очень широко обсуждается история с генералом Залужным, который... Так, одну секундочку. Можно? Просто вы задали вопрос же, и как-то мы дальше пошли. А вы сказали, что почему Зеленский так боится прекращения войны. Вы действительно очень правильно говорите о стратегических проблемах, но я скажу, что есть две проблемы. Одна тактическая, другая стратегическая. Я не уверена, что стратегическая Зеленского волнует, потому что я не уверена, что он способен думать в стратегическом смысле. Тактическая проблема для Зеленского заключается в том, что в тот момент, когда он подписывает мир на любых условиях, ему говорят, просто все, кто сидит на стреме, начиная от Порошенко, как же ты сволочь. Вот в апреле 2022 года мир был на гораздо лучших условиях. А в 2019 году так вообще можно было подписать федерализацию Украины и вообще пить чай. Это тактическая проблема для Зеленского. А стратегическая проблема ровно та, которую вы сказали, потому что я не знаю, поскольку у меня нет украинского паспорта, я не могу рассуждать за русскоязычных граждан Украины, но я думаю, что я слыхала, что есть много таких русскоязычных граждан Украины, скажем так, которые в 2022 году были, естественно, за Украину, потому что, что-то тут Путин со своими бомбами полез, а после того, как они послушали про Москворотах, и вот по состоянию на сегодня, думают, да, ребят, лучше Путин. Потому что это базовая характеристика, гораздо более важная, чем экономика. Вот базовая характеристика, на каком языке ты говоришь и к какой культуре ты принадлежишь, это вещи, которые, просто важнее. Но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, Да, как писал Ахмат. значит, я хочу, чтобы вы прокомментировали. Александр, все, извините, ради бога, и просто это важно все-таки докончить.
Все важно. Если вы, если вы меня не собьете с мысли. Ну, впрочем, вы меня сбили, так что Да, давайте. давайте еще два момента. Я хотел бы получить от вас два комментария. Залужный. Тоже, кстати, да, Залужный, который дает интервью и подтверждает накаты со стороны СБУ сам. Подтверждает версию, что план изначальный военный был ударить и выйти к Азовскому морю, собрать там кулак тайно и, в общем, внезапно по военной науке. Но Зеленский, а это прямо следует из его комментариев, что Зеленский сказал воевать везде, и, соответственно, вот эта история с Бахмутом, в общем, все сорвало. Да? Фортеця Бахмут и все вот эти вещи. Когда там даже советники, помню, была информация американские, говорили, да ставьте, бросьте вы этот Бахмут. Но нет, нельзя было, нельзя. Нужна была слава, нужна была, собственно, какая-то вязанка дров в этот костер, да, потужности, которые тогда вот пытались разжечь, разожгли, и сейчас никто не знает, что делать, пожар, никто не может потушить эту потужность. Но там же еще один очень интересный нюанс был. Шарий об этом пишет, ряд телеграм-каналов об этом пишут и вспоминают. Помните, он же пропадал, Залужный? Пропадал. И тогда В даже... 23-м году. Так Да, он был на передовой. и говорили, что ракета прилетела. И вроде как есть информация, да, ее распространяют, что ракета, правда, летела. И наводка была, и, в общем-то, да, конечно, но только это тоже было не совсем спроста. Тяжело Ну, это уже сильная подобраться, теория заговора, да. тяжело Это... подобраться к Залужному с точки зрения там, коррупции, с точки зрения каких-то там, не знаю, секс-скандалов, еще какой-то истории. Тяжело. Ну, там диссертацию можно посмеяться над ним, что он там за сало купил, или там с Киваловым, бывшим регионалом, это все дело оформлял в его юридической академии. Но крамолы какой-то нет. Но он очень не устраивает как бы офис президента и не устраивает очень давно. Но сейчас почему-то он решил как бы вернуться к этим вопросам. Ну, потому что у него журналисты спросили. Как вы думаете, что это значит в политическом смысле? Является ли это сигналом от Британии, например, да? Зеленскому, чтобы был сговорчивее и шибко не переходил грани? Или в чем вот такая причина, да? Появления и проявления новых трактовок событий 23 года, ну и, соответственно, сегодняшнего позиционирования Залужного как уже политика, бывшего военного. Ну, смотрите, во-первых, очевидно, что если Залужный дает такое интервью, это старт или фальш-старт президентской гонки. Это значит, что выборы теоретически существуют, США давят, чтобы эти выборы были. Будут ли они или нет, это неизвестно, но Залужный закидывают, столбит место. А во-вторых, если то, что рассказывает Залужный, правда, я обращаю ваше внимание, это просто один из характернейших причин, почему Украина проиграла, потому что Зеленский настолько почувствовал себя президентом Вселенной, что он решил зачищать всех потенциальных противников, вне зависимости от того, там просто малейших конкурентов. Там, первыми досталось копытами в лицо той же самой русской оппозиции, которая не так много значит, но это просто дальше это был характерный прием. А первыми абсолютно досталось, кстати, тому же самому Залужному, потому что, если я правильно помню, уголовное дело о неправильной защите Украины было возбуждено еще в марте 2022 года. И, по сути, это было дело, направленное против Залужного. Соответственно, если Зеленский был действительно настолько самонадеян, чтобы для того, чтобы сорвать военные планы Залужного, сказал «обороняйте Бахмут», то это просто говорит о нем больше, чем, я не знаю, чем там операция по отмене Илона Маска, чем операция по оплевыванию Трампа. Вот просто ничего более безумного реально нельзя выдумать. Я единственное, немножко сомневаюсь, что все это было непосредственно именно так, потому что если вы посмотрите на то, что говорит Боб Вудвард в своей книге, то он говорит другую вещь,
гораздо более страшную, не менее страшную. Он говорит, напоминаю, что когда после Харьковского наступления, которое было целиком, конечно, под руководством Залужного и подготовлено, кстати, Великобританией. Там были свежие войска, которые были переброшены непосредственно из Великобритании. Даже Россия не успела моргнуть, что после Харьковского наступления, контрнаступления, вернее, был разговор между российскими министрами, российским и американским министром обороны и, соответственно, начальником генерального штаба господином Герасимовым. Я не понимаю, кто с другой стороны был, или американский начальник, по-моему, все-таки американский начальник генерального штаба, во время которого он был связан с тем, что Россия сказала, что если у нее будут проблемы, она применит ядерное оружие. Между двумя генералами состоялся разговор, в ходе которого американский генерал заверил, что поскольку российская ядерная доктрина подразумевает применение ядерного оружия в случае экзистенциальной угрозы и серьезного стратегического поражения российской армии, все в порядке, сказал американский генерал, вы стратегического поражения не понесете. После этого украинская армия, вместо того, чтобы действительно наступать в Запорожье, а это была достаточно в этот момент подготовленная группировка, стала наступать там, где, во-первых, российские войска в принципе нельзя было разрезать, то есть в Херсонской области, а где этих войск было максимальное количество, где они максимально могли оказать сопротивление, соответственно, с Херсонской области их выдавили, но на этом и на Бахмуте действительно те резервы, которые были у украинской армии, кончились. То есть насколько это было решение Зеленского, а насколько это было сознательное решение американцев, к которому мы возвращаемся вот все к тому же, что мы начали. Цель этой войны не была дать Украине выиграть, цель этой войны была истребить как можно больше русских. Ну и сейчас Какое это количество открыто. русских со стороны россиян, а какое количество русских Да. со стороны украинцев, ребят, ну как бы нам не важно, потому что ослабленная Украина – это тоже очень хороший клиент. Ну и сейчас же открыто это декларируется. Зеленский, министр Федоров. Вот у нас есть 30 тысяч, 35, цель 50 в месяц. 50 в месяц. Открыто это говорится. Не-не, Александр, тут это немножко другое, потому что это из области пиара, мы это тоже уже разбирали, что когда не могут одержать люди победу на поле боя, они рассказывают, что слушайте, мы же обсуждали с вами 2 недели назад замечательную историю про фламинго и Капустин Яр. Капустин Яр, да. И я выражала сомнение, что фламинго прилетели в Капустин Яр, потому что мне казалось, что это тот самый случай, как вожди и хитуани говорили, что они наносят страшные поражения французам и англичанам, ночью летая над вражескими городами Лондоном и Парижем и поражая их чумой и проказой, и, значит, еще там с глазом. Значит, видели ли вы снимки с Капустного Яра? С Капустина Яра? Как это, сараи, да? Нет, там очень интересно. Значит, эксперты отмечают, что там есть поражения, но эксперты утверждают, что это старые поражения от дронов, мелких дронов, которых запускала Украина, естественно, ракета «Фламинго» с боевой частью в 1 тонну просто ничего подобного оставить не может. То есть это крокодилы летали на низенько-низенько, и не в этот раз. Да. Но это еще не все, потому что я не знаю, не заметили ли вы, что после этого... А ведь нам говорили, что фламинго-то 200 штук в декабре. Уже в декабре они должны были производиться в количестве 200 штук. И вот тут Зеленский в Мюнхене сказал, что производственную линию фламинго ударила Россия. Но его перенесли. Тоже какая-то интересная история. То есть ударило, значит, производство. Розовый фламинго, дитя отката. Дитя отката, да, так и есть. Значит, друзья, пожалуйста, доголосовывайте в нашем опросе сегодняшнем. Не могу не спросить, потому что считаю это важным. Арестовали принца Эндрю. Букингемский дворец говорит о том, что король, будет содействовать следствию. Его до этого лишили всех титулов, всего на свете. Вроде источники, пресса там сообщают, что это не совсем связано косвенно связано с Эпштейном. Косвенно.
Одну секундочку. Нет, это прямо связано с Эпштейном, но это не обвинение в сексуальных Да, преступлениях, а это обвинение в имеется в виду том, не... что когда Эндрю был специальным представителем Великобритании, Да, даже специально сливались вам сейчас тайны, прочту. да. Сливались Какие, тайны. какие, Александр, какие? Ну, какие-то тайны. Ну, подождите, тайны, что? Вот, Не-не, значит, я вам скажу, какие тайны. Это так прекрасно, что если можно, я прочту. Октябрь 2010 года Эндрю отправил Эпштейну детали своего предстоящего официального тура по Азии: Сингапур, Вьетнам, Ханой, Шэньчжэнь, Гонконг и так далее. А ноябрь 2010 года, сразу после поездки, принц Эндрю переслал Эпштейну официальные отчеты о своих визитах в эти страны, а в декабре 2010 он переслал конфиденциальный брифинг о потенциальных инвестиционных возможностях в Южном Афганистане, извините. Просто, ну что тут сказать? ну, скажите что-нибудь. А Серьезный удар по монархии. знаете, я сразу вспомнила о другой истории, которую, если можно, я все-таки минут на 5 Нет, займу ваше мнение. пять шибко много. Давайте ужиматься. Она стоит. Не, Вопросы она опять не стоит. успеем зрителей задать. Хорошо, я тогда постараюсь в 2 минуты уложиться. Это история, которая началась в декабре 2014 года, когда человек, которого тогда звали Ник, а звали его на самом деле Карл Бич, он рассказал, что его в детстве страшно насиловали, что ему там отрезали всякие части тела, что и все эти люди это были вот просто столпы английского общества. Это был 90-летний тогда фельдмаршал Эдвин Ноэль Вестби, барон Бремел, участник высадки в Нормандии. Это был лорд Бриттон, министр внутренних дел в правительстве Тэтчер. Это был сэр Эдвард Хис, который был премьером Великобритании и так далее, и так далее. И эту всю ахинею расследовали 10 лет, чуть ли не 10 лет. А вот в этим людям, там, лорд Бриттон, который умирал от рака, он умирал, а значит, в его дом вломились, и относились ко всему этому с звериной серьезностью, и его вдове, леди Диане Бриттон, пришлось организовывать секретные похороны, и человек, который отдал всю жизнь служению Великобритании, умер, зная, что его обвиняют в садизме, убийствах и педофилии. Маршал Бремел, ему было 91 год. Лорд Бремел в этот момент ухаживал за женой, страдающей деменцией. Опять его обвиняют, вся Великобритания. Его обвиняют в участии в убийстве 3 мальчиков. «Никогда меня не ранили на поле боя так сильно, как этими обвинениями», сказал лорд Бремел. И так далее. Значит, дальше. Вот просто если бы полицейские просто, ну, не знаю, просто провели физическую проверку Ника этого. Оказалось, что на его теле нет ни следа тех ужасающих вещей, ни сломанных ребер, ни сломанных рук, ни сломанной ноги, ни сломанных пальцев. У него не было следов от ожогов. Его школьные учители сказали бы им, что он патологический социопат и патологический лжец. Они просто... Там он рассказывал о 3 мальчиках, убитых на его глазах. Этих мальчиков просто не было. Более того, если бы они просто обыскали жилище этого самого Ника, то оказалось, что он сам был бы педофилом. То есть все, что он рассказывал, были его собственные сексуальные фантазии. Этот патологический лжец просто мечтал резать, жечь и топить мальчиков. Он это рассказывал полицейским, его это вштыривало, а по итогам этих россказней допрашивали 91-летнего главу английского генштаба, у которого умирала жена, и требовали от больного раком экс-премьера показаний о совершенных им садистских убийствах. И вот теперь короткий ответ, как это возможно. И, возможно, это потому, что социальный строй современного западного мира называется виктимизм. Если ты жертва, то ты во всем права и тебе позволено. И оказывается, что статус, когда человек 60, какой 60, 70 лет служил Англии и сражался на высадке в Нормандии, ничего не стоит перед реально больными фантазиями педофила, который пришел к полицейским и сказал: а вы знаете, при мне убили мальчиков, и меня тоже порезали, и меня сломали ребра. И эти полицейские даже не проверяют, сломаны ли ребра, потому что они боятся, что их начальство им вставит. Ну как же они вот жертву тут обидели? Вот
Мне кажется, что каковы бы ни были прегрешения принца Эндрю, это из той же самой серии. Да, хорошая параллель. Друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Из-за кого прорыва на переговорах не получилось? В Женеве имеется в виду, переговоры в Женеве. 3% Россия, 4% США, 10% считают, что прорыв есть, просто промолчали. Ни время, ни к месту, неудобно об этом прорыве говорить. То есть американцы не лгут, когда говорят, что все хорошо. Ну а 82%, конечно, Европа и Украина. Ровно так же, как и вы ответили в самом начале. Друзья, спасибо, что голосуете в наших опросах. Значит, я не знаю, как это возможно, но давайте пробовать. Юлия, режим Блиц. Латынина и Блиц. Давайте пробовать, потому что, правда, вопросов очень много, и очень хочется, да, чтобы больше вопросов прозвучало именно от нашей уважаемой аудитории. Я постараюсь себя сдерживать. Которая ждет наших встреч. Так, значит, прежде всего скажу, что во время эфира спасибо большое. Тут просили, поддержали канал и пишут, что смотрим ваши записи эфиров на Твиче, особенно у некоего Паши, просто потому, что передайте привет всем политическим стримерам, кто вас смотрит. Спасибо за труд, спасибо большое. Большой привет всем политическим стримерам, кто нас смотрит, причем на разных платформах, да. И, в общем, большое спасибо за то, что расширяете, да, круг, да, или диапазон, круги на воде, которые оставляют наши слова, да, но не брошенные в воду, а, вот, скажем так, выпущенные четко в цель. Поехали, вопросы. Значит, Юлия, Александр, привет из Москвы. Смотрю и слушаю вас, Юлия, около года. Нравится, что вы не боитесь признавать свои ошибки, заблуждения. Вопрос очень простой. Вы в Россию не хотите вернуться? Или вы думаете, что это даст большой козырь для власти? Мол, смотрите, оппозиционерка Латынина вещает из Москвы, и ей, гляньте, ничего не угрожает. Смотрите, во-первых, я, конечно, сейчас уже не такая оппозиционерка, просто по той простой очевидной причине, что те вещи, которые делал Путин, и которые мне в 2022 году казались огромное их количество безумием, теперь, собственно, мы тут и занимаемся ровно тем, что мы их обсуждаем и, по сути дела, с ними соглашаемся. Так что чего уж тут греха таить, чего ж тут это, знаете, ходить? Нет, и это настолько фундаментальные вещи, что на их фоне, условно говоря, там даже запрет Телеграма, который мне чрезвычайно не нравится, или национализация Домодедова, которая мне еще больше не нравится, просто представляется, знаете, холмиком по сравнению с Монбланом. Это первое. А второе, извините, пожалуйста, вот я закончила, давайте я похвастаюсь, я закончила роман из Вейского цикла. Я считаю, что это один из лучших моих романов. Это научно-фантастический роман. Более того, это роман о хорошей империи, о том, как империя должна быть правильно устроена. Кстати, в ней там тоже прекрасные есть истории с национальными проблемами и много чего. В силу того, что я иноагент, я не могу его издать в России. Я специально немножечко жду, потому что я не очень хочу издавать его за рубежом, хотя это могу сделать очень быстро и очень легко. Но просто вот тот факт, я не могу сдать этот роман в России. Более того, я позавчера закончила повесть, тоже научно-фантастическую, тоже hard fiction такой, я даже могу назвать название, «Плерома». Соответственно, у нее та же самая судьба. Так а почему вы не хотите печататься за рубежом? В чем причина? Нет, я, во-первых, напечатаюсь за рубежом. У нас есть потрясающее издание, которое сейчас работает за рубежом. И, как я понимаю, его книги доступны в России. Это издательство Георгия Урушадзе. Это просто совершенно фантастический человек. Но я просто обращаю ваше внимание, что это некоторый абсурд. Скажите, как я могу вернуться в страну, которая не печатает сейчас мои книги? При том, что, еще раз повторяю, это книги о правильной империи. Тут, например. Зачем? Чтобы... к тому же, к сожалению, моя профессия, она устроена так, что мне нужна свобода слова. Во многом современная Россия права, но, согласитесь, со свободой слова там не очень. Это смотря с чем сравнивать тоже, да, чем мы, собственно, и занимаемся в наших с вами беседах, потому что в Европе тоже так специфическая свобода слова.
Это так, это самое главное, что вот когда нам в 91 году сказали, что в Европе демократия, свобода слова и что там, еще коррупции нету, и сейчас вот после 22 года мы видим эти золотые унитазы, а у Украины же формально тоже демократия, мы видим Макрона, который объясняет, что свобода слова, как он там сказал, бред? Ну да, то же самое, Да, да. Bullshit, да, да. bullshit, да, вот что-то в этом роде. И мы видим, опять же, и мы видим, как я уже сказала, демократические государства, которые в товарных количествах импортируют жертв, чтобы заместить ими собственное население, то я прихожу к выводу, что демократия – это не просто не очень хороший способ правления, а катастрофически плохой способ правления. Да, приходят Что в новости. 91 году было неожидаемо. Смотрите, приходят новости, Трамп выступил на Совете мира, там охваливал Виткофа, какой он хороший, ладит с Путиным, с Зеленским. Мы там завершаем 8-ю войну, 7 войн завершили, 10 миллиардов Америка даст на газу, а Казахстан, Азербайджан, Эмираты, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт 7, вот это весь список стран, внесли миллиардов долларов. В общем, замечательно. У него всегда все фантастически, замечательно. Это вот сейчас происходит, потому что мы в прямом эфире, поэтому я должен сказать. Продолжаем вопросы. Александр, но это просто действительно замечательно. Очень маленький, коротенький комментарий. Обратите внимание, что то, что такое Совет мира, это легитимизация требований Израиля к Газе. Причем легитимизация путем участия в этом арабских государств. И сейчас европейские политики будут с голой жопой, потому что они будут бегать, нарезать круги и там, страдать о жертвах Газы. А в это время арабские государства, мусульманские страны говорят, да, все правильно, мы даже еще бабло даем. Да, интересно только почему, ну, вы говорите, моя профессия требует свободы слова. А что это с Такером Карлсоном там произошло в Израиле? Представляете? Нехорошие люди. Задержали, продюсера допрашивали, спрашивали, а что там за интервью ты берешь, о чем говорили. Ничего себе. Такера приняли. А что с ним дальше сделали? Выслали, я думаю? Не, ну отпустили, ну как, Ну, допросили, отпустили. отпустили. Вот так, да, Не, то есть, если ничего не случилось, то хорошо, да, нормально все с Такером Карлсоном. нет, это, честно говоря, не очень хорошо, но я просто думала, что хорошо, это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Можно было не впускать. Да, можно было... Вот понимаете, вот как Грету Тунберг можно было просто не впускать. Точка. А, Поехали. Добрый день, Александр и Юлия. Очень хотелось бы поставить, пишет Алексей, точку в истории с Навальным. На ваш взгляд, царевна лягушка существует или это очередной вброс наших отъехавших? С уважением. Ну, документ о том, что Навального отравили ядом южноамериканской лягушки, подписан 5 государствами. И, честно говоря, я совершенно не представляю себе, чтобы они по какому-то поводу врали. Это значит, что родственники Навального сумели вывести биообразцы. И другое дело, что когда это происходит прямо во время Мюнхенской конференции, то это, несомненно, для меня правдивая информация, ну, то есть по умолчанию для меня правдивая информация, она, конечно, вот ровно в тот самый момент, когда Марк Рютте заглядывает в глаза псу-патрону, это совершенно очевидно совершенно очевидно фланговый маневр, причем не против, заметим, Путина, а против Трампа. Типа, вот ты, Трамп, с кем договариваешься, с отравителем. Кстати, Мгм. обратите внимание, что американских лабораторий там не было. Я абсолютно уверена, что они были, но Трамп просто не стал это публиковать. Ну да, я Буданову верю. В отношении Ну ладно. Навального. Верю Буданову. Он сказал. Тромб. Все. Отстаньте. Да, как раз когда было получено принципиальное согласие Путина на обмен на Красикова. Ну, как-то там все очень... Понимаете, я два года назад не сомневалась, что его отравили, так что... Следующий Значит, вопрос. просто передайте Юле привет из Заснеженного Переделкина, пожалуйста, передаю, спасибо. Александр Юрия, против зоны популистской неприкосновенности Зеленского любые доказательства и факты бессильны от слова совсем. Пределы этому сильно смещен и растянут. Есть у него конец? Предел, собственно, вот то, что пытаются сделать европейцы, они пытаются сделать так, чтобы этого конца не было, потому что
Когда у вас существует такая виртуальная реальность, в которой существует вот некая секта, да, и которая а, может объявить перемогой все, что угодно, да, у которой виртуальная перемога. Вот тут у Гераскевич виртуальная перемога, вот тут Олимпийские игры виртуальная перемога. А, то есть то, что может обрушить эту секту, это только тяжелейшее поражение на фронте, как мы уже говорили. А все остальное можно переобъяснить и сказать, что черное-белое, белое, серо-буро-малиновое и так далее. Соответственно, достанет ли у России возможности на фронте обрушить этот виртуальный замок? Ну, мы, собственно, увидим это, наверное, в ближайшие 2-3 года. Таинственный дух Анкориджа обрастает мифами, пишет пользователь, домыслами. Может, это просто торг продать Россию подороже? И второй вопрос от про того хорошего человека, который помог Юлии открыть глаза на причины российско-украинского конфликта. Кто это все-таки, Арестович или Щелин? Или, может, кто-то другой? Господь с вами, я могу назвать этого человека Владимир Александрович Зеленский. Как он сказал, русские, уезжайте в Россию, свергайте Путина, так я и задумалась, что что-то кажется, вот это те представления, которые у меня есть о действительности, они не соответствуют фактам. И вот люди, которые там работают в телекомпании «Дождь», они считают, что если твои представления не соответствуют фактам, то тем хуже для фактов. А я считаю, что тем хуже для моих представлений. Вот в этом нами кардинальная разница. Ну и дух... Значит, надо пересматривать представления. Да, и дух Анкориджа. Слушайте, а Дмитриев открестился от 12 триллионов. Продают Россию, что ли? Нет, смотрите, дух Анкориджа состоит из двух вещей. Первое. Принципиальная договоренность, вернее, принципиальное предложение Трампа, которое, как я понимаю, было принято Путиным, которое заключается в том, что Путин получает Донбасс, заканчивает войну, а Трампу за Донбасс платит кусками Запорожской АЭС. Соответственно, это предложение было сорвано Зеленским и Европой, и, как я понимаю, померло. Чему я думаю, что вряд ли Россия долго плачет, потому что это предложение было не очень выгодное для России. Но вторая часть, как я понимаю, была вообще попытка оставить всю российско-украинскую войну за скобками и заключить большую торговую сделку непосредственно США и России. Проблема заключается в том, что России, в общем-то, честно говоря, действительно нечем особо приманить США. Ну, то есть нету каких-то таких вот неимоверных алмазных россыпей, даже та самая арктическая нефть, там, арктический газ, их тяжело добывать и так далее, и так далее. То есть нету ничего такого грандиозного экономического, чем можно, с одной стороны, США привлечь, а с другой стороны, да, я думаю, что вот эти про 12 триллионов, это, конечно, не Дмитриев писал, потому что это, скорее всего, как мне кажется, это была как раз вот такая хитрая штука, которая называется прививка. Знаете, что такое прививка? Ну, маленькая доза. Нет. Прививка в современном сленге, вот, например, на языке рейдеров в России и в Украине, кстати, тоже, заключалась в том, что вы там отобрали у кого-то завод и сами пошли в суд, подали на себя, и поскольку это ваш карманный суд, вы проиграли. Вот, соответственно, чтобы сорвать любые российско-американские договоренности, публикуется бумажка, согласно которой, значит, мошенник Дмитриев наивному Трампу нарисовал воздушные замки ценой в 12 триллионов, а Трамп чуть ли и не купился. Ну, как вы понимаете, ни Дмитриев такого не нарисует, ни Трамп-то такое не купится. Это да. Юлия, скажите, не могу понять уже 4 года. Эти люди, покинувшие Россию по несогласию с Родиной, первое, ждали с чемоданом годы, когда настанет такой момент. Второе, верили и ждут победу над Россией. Третий вариант, они работали или их курировали на Западе раньше. И четвертый, ваша версия. Благодарю, Александр, всем добра. Слушайте, люди разные, но действительно, вот если посмотреть на делегацию в ПАСЕ или там разные часть российских независимых СМИ, то я могу их характеризовать как первые люди, которые покинули страну, чтобы не засовывать жопу в свой язык в своей стране, и в результате засовывают ее в чужой.
Б, люди, которые стали членами секты. Причем самое удивительное, что они, видимо, думали, что они будут, знаете, такими капо в концлагере, в которых сгонят пленных россиян, и они будут, значит, их там учить каяться. По жестокой иронии судьбы они оказались единственными пассажирами этого вагона, единственными пациентами этой психушки, единственными, соответственно, заключенными в этом концлагере. То есть им украинские пропагандисты на них писают, они причмокивают и говорят очень вкусно, а как бы паствы-то у них нет, потому что все смотрят на них и крутят виски. И третье, что, конечно, проблема, что когда эти люди подписываются под тезисами типа унижение, поражение и расчленение России, это уже никакая не путинская позиция, это реально люди, которые хотят по каким-то своим, кто психическим, кто принадлежности к коллективу, да, вот не пойти против тусовочки, уничтожения России. Можно я скажу еще одну важную вещь? Это считается заявление. Дело в том, что вот там периодически мы слышим из огромного количества деятелей российской оппозиции рассказы о том, как они должны каяться и страдать и каяться. Но я могу сказать, что ни один человек, с которым я общалась, когда еще общалась приватно, каждый из этих людей мне говорил, что украинские пропагандисты охренели тем или другим способом. Причем я его потом звала к себе на эфир и думала, ну, наконец он мне скажет. И он начинал, мы должны так виноваты. Это было, знаете, как на партсобрании в 1937 году. Да. Ну, давайте еще чтобы закрыть уже эту тему, потому что много... Я, конечно, не буду говорить, с кем я общалась, а с кем я не общалась, но вот просто я честно скребла свои мозги. В школе зацепили, да, зацепили эту тему. Важный, да, вот момент. Вот такой вопрос, немножко длинный, но вот такой. Зачем Латынина ходит по маргинальным либеральным каналам, оправдывается перед кучкой небинарной гопоты? Зачем вообще с ними дискутировать? Мне кажется, пишет зрители, что она им проигрывает в момент, когда соглашается на коммуникацию с явно деградирующим злобным кублом. Быть может, лучше ей сосредоточиться на своей, как старой аудитории, пережившей трансформацию вместе с автором, но и на новой аудитории, которая пришла к ней в результате этой трансформации. И что она думает о том, что к ней приходят люди, которые раньше даже не рассматривали Латынину как что-то позитивное. На мой взгляд, у леваков такая истерика, потому что они Юлии просто завидуют. У нее аудитория растет, перспектив на родине в этом числе явно уж больше, чем у них. У леваков и карантоедов все иначе. Аудитория падает, интерес к ним тоже, а отсутствие таланта и злобы только усугубляют так стремительную деградацию. Что Юля думает по поводу этого? Я не знаю, что имеет в виду автор вопроса под маргинальными каналами. Я сразу скажу, что я готова, естественно, просто это моя абсолютная позиция, я готова полемизировать с любым. Естественно, именно по этой причине ни Максим Кац, ни люди из «Дождя», ни люди из популярной политики, никто из них просто никогда не согласятся полемизировать со мной, потому что, извините, они знают, что я их уделаю. Это первое. Соответственно, когда меня просят об интервью или когда меня просят о дебатах, я всегда на них соглашаюсь, если, естественно, там не какой-то действительно совсем уже дебатер, который хочет только за счет меня прославиться. Вот, собственно, это моя позиция. Я знаю, что я могу на любой вопрос ответить и в любом дебате участвовать. И я вижу, что, собственно, либеральный партком именно поэтому он боится задавать вопросы, а вместо этого рассказывает, что Латынина сошла с ума, а у меня к ним, кстати, есть объяснение, что со мной случилось. Меня заколдовали. Ребята, Ермак? Или нет? Подождите, наоборот. В нее вселился бес. Нет, правильное наоборот, объяснение наоборот. я подсказываю для девушек из «Дождя». Ермак. В нее вселился бес. Ермак, вот это вот все. Чары Ермака прошли. Наоборот, расколдовали. Нет, ну слушайте, меня явно не Ермак заколдовывал, да? Я думаю, что...
Вот, ну, просто к вопросу о объяснениях, которые они предлагают, потому что их реально плющит и колбасит и плющит. Вот реально. К ним приходят, там, они видят золотые унитазы, они видят непостроенные укрепления, они видят отмененные выборы, а они видят, Зеленского, который говорит: русские, езжайте в Россию, свергайте Путина. Они видят Ермака, который называет их в лицо биологическими рабами, и их вот сейчас говорит, там, пусть отправят в Россию. Я все это вижу, делаю свои выводы. А они, бедные, смотрят и говорят: слушайте, что же это с Латыниной случилось? Как же она перестала желать-то победы, это Владимиру Александровичу Светлому-то нашему? Мы же все должны трудиться для его победы. Мгм. Наверное, ее или Арестович испортил, или она сошла с ума. Да, Руслан спрашивает, чат-трансляция, переходим сюда. Война рано или поздно закончится. Может, Зеленский так настойчиво хочет встретиться с Путиным, чтобы стать человеком, который закончил войну? Зеленский хочет встретиться с Путиным. Как мне кажется, это будет circus, да, это будет цирк, это будет встреча в овальном кабинете номер 2. Соответственно, обращаю ваше внимание, что еще раньше Зеленский говорил, что ни в коем случае нельзя встречаться с Путиным. И как-то так вот объясните мне, что произошло, чтобы это отменилось. Естественно, Путин не согласится эту встречу, потому что это цирк. И самый простой вопрос: а зачем встречаться, если Путин уже принял в Анкоридже предложение Трампа, хотя оно ему крайне не понравилось, и условия и параметры этого предложения известны, и все, что делает Зеленский последние несколько месяцев, это отбрыкивается от этого предложения и там с поддержкой Европы. Зачем Мгм. встречаться-то? Ольга, О чем базарить-то? Ольга интересуется, спросите, пожалуйста, если решения Путина осмысляются и переоцениваются в сторону понимания, то почему Сталина не переобъяснить? Ну, потому что я, как историк, достаточно много знаю, достаточно подробно а, знаю то, что сделал Сталин, и с моей точки зрения, Сталин уничтожил несколько десятков миллионов русских людей, не только русских. И, кстати говоря, например, этим подорвал демографическую базу современной России, потому что я напоминаю, что по подсчетам Менделеева Российская империя имела бы к концу 20-го столетия 600 миллионов жителей. Она бы их действительно имела. Ну, там плюс Польша и Финляндия, конечно, но она бы их действительно имела. А я напоминаю, например, что 600 миллионов человек – это вполне замкнутая экономика. Вот сейчас России не хватает на 140 миллионов человек, и вы не можете построить глобальную экономику. Да, собственно, чем отнятие Украины было и очень важно. Да, это без Украины Россия не может построить самодостаточную экономику. С Украиной тоже маловато, но хотя бы. А второе заключается в том, что вот просто, да, убито несколько десятков миллионов человек, они не воскресли. Демографическая катастрофа страны, которая была, если я не ошибаюсь, 10% населения. Если я сейчас не перепутаю, нет, 10%, да, около 10% населения земного шара в конце XIX века. Я сейчас за эту цифру, честно, не поручаюсь, но, по-моему, я ее более-менее правильно привожу. И сейчас составляет около меньше 2 или что-то там. А второе, совершенно очевидная вещь, это те, какие именно категории населения были перебиты. Потому что когда вы в селе уничтожаете кулаков и превозносите бедноту, то это значит, что вы уничтожаете того человека, который работал и сеял, а ему на шею сажаете жертву. Это, кстати, ровно то же делают современные европейцы, поэтому я и говорю, что современная Европа живет при коммунизме. Она берет от людей по способностям, которые работают, и дает по потребностям тому, кто говорит: я жертва. Чем это кончится, мы это видели в Советском Союзе. Мгм. Значит, вот такой вопрос. Ну, Наташа Можно я добавлю по поводу Сталина очень важный Ну, тут момент, что пишут, что реальный, да, Сталин... очень коротко, Почему евреи не любят Сталина? Потому что ведь Сталин я не еврейка, это не важно. основал Израиль. Они не хотят уезжать в Израиль, им жилось хорошо в СССР. Ну, это вот... Можно я не буду комментировать, это вообще, по-моему, выше всего. Но я обращаю внимание, что, Сталин, во-первых, свернул НЭП.
Да. С НЭПом Россия имела возможность полностью восстановиться, потому что даже революция и гражданская война не нанесли настолько катастрофического ущерба, они очень сильно перевернули общество, но оно просто полностью восстановилось к концу НЭПа. Вы просто читайте «Золотой теленок» и «12 стульев». Это потрясающие в этом смысле картинки, гимн предпринимательству, как в это время на Диком Западе. И второй момент, когда у России была переломная момент, это, конечно, Хрущев. Потому что если бы Хрущев пошел по пути Дэн Сяопина, как, скорее всего, по этому пути пошел Берия, когда еще Россия была на демографическом подъеме, если бы он разрешил в этот момент частную собственность, то, конечно, к концу 20 века мы стали бы тем, что Китай является сейчас. Но вот Хрущев, обратите внимание, что конец НЭПа и решение Хрущева – это были две кардинальные развилки, на которых мало кто обращает внимание, потому что после Хрущева, обратите тоже внимание, Советский Союз стал действительно настоящим социалистическим государством, когда людям платили за то, что они не заработали. Потому что при Сталине была жесточайшая эксплуатация, высасывали все строки, и никакого социализма на самом деле не было. А при Хрущеве действительно стали строить социализм, вот и, извините, построили. А, Ну, понятно, тут в дискуссии о Сталине это, конечно, прекрасно, там вот население Да, росло. давайте сворачиваться, потому что Да, это мы долго можно, там, да, про Сталина, и там население росло на 3 что миллиона, пишут, и, в общем, ну, Ну что эти люди читают, где они смотрят эти демографические? Я напоминаю, что, например, после Второй мировой войны во всем мире было Generation Baby Boomers, бэби-бумеры, да, потому что это стандартная демографическая история. После войны люди начинают больше рожать. Вот в Советском Союзе после Второй мировой войны Сталин принял ряд таких мер, что люди стали рожать меньше. И в огромном количестве территорий, в частности, там в Всполской, Новгородской и так далее областях, приблизительно, сейчас я скажу, население даже сейчас может быть меньше, чем до войны, оно не восстановилось или близко не восстановилось. Лина Востроилова пишет: Юлия, а почему целым группам населения, ну, это цитирует вас, лучше быть халуями в чужом для них союзе, чем на равных в чем-то родном? Это по поводу Европы. Ну, это, наверное, важная такая... Слушайте, быть жертвами и быть, чтобы о тебе заботились, это всегда соблазнительно. Это то, на что всегда разводят популисты, политические мошенники, и на то, что всегда разводят людей социалисты, на то, что вам будет по потребностям. Но тут, конечно, надо сказать, что хотя национал-активисты украинские говорят, что Украина была колонией России, она, конечно, не была колонией России, она была, как я уже сказала, ее интегральной частью, как Гриффиндор интегральная часть Хогвартса. Но вот сегодняшняя Украина действительно в полной мере может быть охарактеризована как колония Запада, потому что у нас есть основной признак колониального правления. Когда у вас есть марионеточный правитель, в данном случае Зеленский, он марионеточный не тем, что у него нет собственной воли, а в том, что он выполняет главное, что нужно тем, кто дает ему деньги, и тем, от кого он зависит. И вот этот человек сидит на внешнем общаке, этот человек тратит жизни русских украинцев и русских россиян, и, соответственно, колониальные хозяева полностью игнорируют все, что он делает, потому что вот как у них в книжках написано про колонии у этих леваков, так это они из Украины и сделали. Почему Украина не вернет себе свое историческое название Русь? Павел спрашивает. Слушайте, вот если бы Украина была тем, и Запад был тем, что я представляла в начале войны, то это, наверное, была бы, конечно, первая акция самого Зеленского. Мы Русь, все. А вы тут тоже. А представляете, потом две Руси объединяются, и кому это нужно? Вот просто представьте, Украина называется Русью. Рядом есть Россия. В конце концов, естественно, возникают люди, которые говорят: ребят, если вы Русь и Россия, давайте объединимся. И что после этого делать активистам, и что после этого делать чиновникам в Евросоюзе? Это же какая разница, в какую сторону объединяться? Это же страшный кошмар. Так, спрашивают, на ваш взгляд, Зеленский марионетка или узурпатор? А на другого не исключает.
Как я уже сказала, марионетка – это не значит, что ты не имеешь права на самостоятельное решение. Вот Павел Щелин замечательно говорит об отрицательном суверенитете, о том, что у Зеленского хватает суверенитета для того, чтобы сорвать все желания Трампа, который действительно хочет мира. Но, правда, ему для этого требуется и оказывается помощь евробюрократов, которые сейчас Трампа ненавидят, я думаю, гораздо больше, чем Путина. Поэтому я думаю, что все, что они затеивали, это даже не столько против Путина, сколько против Трампа. Он Как для вы, них гораздо опасней. как вы себе объясняете, почему вас все считают еврейкой? Задает вопрос пользовательница. Лоя дати. Я, Не нич- знаю. я ничего не понял. Я ответила на иврите, не знаю. Я ничего не понял. Скажи поляныця еще. Знаете, вот это сейчас мода была вот такая. Лоядат, извините, лоядат. Вот видите, все-таки мой иврит А, несовершенный. видите, как не Да. сказали поляница, Да, я да. не сказала, я сказала неправильно. Какой Юлия Леонидовна применяет магний для спокойствия? Очень важный вопрос. Порекомендуйте, пожалуйста. Ой, да. Я пишу книги. Ребят, это такой магний. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на сегодняшнем эфире нашем. Юлия, спасибо вам большое за время и мысли. Вам спасибо. Друзья, берегите себя, добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.